Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня по многочисленным просьбам я готовлю торт «Птичье молоко» именно на агар-агаре. Готовится он совсем несложно. Здесь большая часть успеха, на мой взгляд, зависит именно от мощности и от качества самого агар-агара. Поэтому выбирайте всегда самый качественный. Сейчас в данном видео я не буду использовать патоку, как она использовалась в изначальном советском рецепте, потому что далеко не у всех есть возможность купить патоку, поэтому я буду показывать на обычном сахаре. И также для коржей в данном видео я буду использовать, как я уже это и делаю много лет, коржи «Золотая молочная девочка» на желтках. Они очень сливочные на вкус, вкуснейшие, очень ароматные, они очень нежные. И многим, кому не нравятся песочные коржи, могут использовать именно вот этот вариант. Итак, тесто я буду готовить на желтках. Здесь мне понадобится 3 желтка, 50 грамм растопленного сливочного масла, 100 грамм муки, 200 грамм сгущенного молока и 2 грамма разрыхлитель для теста. Разбиваю желтки, ввожу туда все сгущенное молоко, масло, все это перемешиваю просто венчиком. Здесь теста мне хватит на 4 коржа по 18 сантиметров в диаметре. Духовку я уже разогреваю на 200 градусов Цельсия. Выпекать я буду вверх-вниз режим, без конвекции, примерно 7 минут. Коржи пекутся очень быстро, получаются очень ровными, тонкими. Они на вид полностью напоминают нам песочные коржи, но на вкус они гораздо нежнее, тоньше и ароматнее получается. Сейчас я с помощью кондитерского шпателя наношу просто на пергамент. Вы можете брать также силиконовый коврик, тефлоновый коврик. 2 коржа по 18 сантиметров в диаметре. И буду выпекать их примерно минут 7 в заранее разогретой духовке до 200 градусов Цельсия. Коржи мои выпеклись. Теперь сразу же, пока они еще горячие, я вырежу их уже в той форме, в которой они мне нужны. Сразу же вырезаем их по трафарету. Это нужно сделать сразу, иначе потом они просто будут у вас ломаться. Они прекрасно отходят от пергамента, потому что хорошее количество сливочного масла у нас там есть. Видите, какие они ровные и гладкие получаются у нас. И гораздо нежнее, чем песочные коржи. Это для тех, кто никак не любит песочное тесто, допустим, в тортах. И попробуйте, обязательно приготовьте вот именно с золотой молочной девочкой. Можете просто коржи молочная девочка на целиковом яйце для этого брать. Теперь следующий этап приготовления. Начнем готовить уже суфле. Здесь у меня 12 грамм агар-агара и 150 миллилитров воды. Я просто заливаю, вода у меня такая слегка теплая. Здесь у меня агар-агар не очень сильный, я бы сказала. 900 в нем мощность написано, но у нас в Германии хорошего агара практически нет. И я поэтому беру всегда слегка побольше. Если же вы в России или в странах СНГ, берите 8-10 грамм агар-агара для данного количества белков. Здесь у меня 130 грамм масла размягченного и 65 грамм сгущенного молока с сахаром. Масло взбиваем минуты 3. До белого такого пышного состояния. Это сделать нужно обязательно. Многие этого не делают, а зря. Масляная основа здесь должна быть очень пушистой и хорошо очень взбитой. Видите, как побелело у меня масло. Сейчас ввожу туда всю сгущенку и также взбиваю до пышности. И отставляю в сторону, обязательно при комнатной температуре. Ни в коем случае не охлаждаю это в холодильнике. Следующим этапом подготовим уже форму, в которую мы будем заливать суфле, потому что суфле готовится очень быстро, и все должно быть уже подготовлено. Корж у меня 18 сантиметров, форма же у меня 20 сантиметров в диаметре. Еще дополнительные коржи я держу на готове. Если же вы хотите, допустим, 3 или 4 коржа использовать, я буду использовать 2. Остальные коржи я просто заморожу в пищевой пленке, до месяца они хранятся прекрасно в морозилке. Все это мы оставляем уже наготове, чтобы мы могли уже вливать туда готовые суфле. Сейчас у меня все здесь продукты для приготовления самого суфле. Здесь вы видите на экране. Обезжирена полностью должна быть посуда, где будут взбиваться белки. Агар у меня набух где-то уже за полчаса. Ковшик у меня с толстым дном, там, где я буду готовить сироп. Уже на такой умеренный огонь я ставлю нагреваться агар-агар с водой. Сахар я пока туда не ввожу.
Ванильный сахар я ввожу во все белки. Белков у меня здесь 180 грамм. Это примерно белки от 6 средних яиц. 180 грамм белка у меня здесь. Белки комнатной температуры. Белки я сейчас пока не трогаю. Они у меня стоят и ждут, пока сироп достигнет где-то 100 градусов. Агар очень важен в этом рецепте. Девочки, кто из Германии, вот этот агар я покупаю только в биомагазине. Либо же можете в кондитерских магазинах брать. Но на мой взгляд, в биомагазине он самый дорогой, но он самый качественный. 350 грамм сахара. Сейчас, когда закипит у нас агар, мы введем туда. На готове держим наш масляный крем. Также у меня здесь 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока. Вы можете также брать лимонный сок уже из упаковки. И сухую лимонку я здесь не использую. Агар, девочки, кто из Германии, ни в коем случае не покупаем в магазинах типа супермаркеты, как Реви, Эдека. Они не подходят. Там агартин, там всего лишь 30 грамм агара на 100 грамм продукта. Остальное все там просто идет либо крахмал, либо еще какие-то примеси. Деревянной лопаткой сегодня будем все это перемешивать. Сейчас, когда закипит у меня уже агар, он начнет густеть прямо на глазах. Я туда введу 350 грамм сахара. Агар густеет. Сахара здесь больше я не советую брать, потому что торт и так сладкий. И этого количества достаточно сахара именно на данную пропорцию белков. Вот до такой степени уже уваривается агар, и я сразу туда сейчас ввожу сахар. Не больше, пожалуйста, его варите. Просто я это делаю для того, чтобы не было потом комочков агара. На мой взгляд, так агар расходится гораздо лучше в сахаре, нежели бы мы все это смешали сразу вместе. Вы можете и вместе сразу это смешать. В принципе, я иногда и так делаю, но на мой взгляд, вот это быстрее мне получается. Сахар моментально сейчас разойдется в агаре, вся эта смесь станет опять жидкой. Сейчас сироп мы доводим до 100 градусов Цельсия, и тогда только я включу белки взбиваться. Здесь у меня миксер мощностью 700 Вт, объем DG-миксера 3,9 литра. Здесь я все это перемешиваю лопаткой деревянной. Я здесь не боюсь этого делать, потому что некоторые боятся перемешивать. На мой взгляд, лучше перемешать лишний раз, нежели когда смесь начнет подгорать ко дну. Когда смесь закипит, начнется активное пенообразование. Это всегда бывает при закипании агар-агара. И поэтому, пожалуйста, посуду берите уже с какими-то более высокими стенками, чтобы не была она у вас очень низкой, иначе все это просто у вас выкипит. Теперь я беру обычный кондитерский термометр игольчатый, меряю температуру сиропа. Когда она у меня достигает до 100 градусов Цельсия, я начинаю взбивать белки. Раньше белки взбивать не нужно, иначе белковая масса превратится просто в губку. Здесь очень важно обратить внимание именно на взбивание белковой массы до введения сиропа. Она должна быть хорошо взбита, но она должна быть все-таки такой пушистой все равно. Она не должна быть забита до такой необычайной плотности. Этого делать нельзя. Итак, когда у нас сироп уже достиг 106 градусов Цельсия, можете вот так вот проверить на ниточку. Желейная вот такая ниточка будет идти однородная, без разрывов. И уже можно вводить лимонный сок. В принципе, я уже мерить здесь термометром больше уже ничего не буду. Я уже и так знаю, что сейчас еще где-то минутку он прокипит, и он уже достигнет 108 градусов Цельсия. И теперь я перемешиваю просто обычным венчиком. Это уже не навредит сейчас сиропу никак, чтобы просто разошелся весь лимонный сок. И смотрите, какая у нас пышная получилась белковая масса. Вот такая она и должна быть, но не забитая, не в губку превращенная. Сироп вливаем тонкой струйкой с края. Видите, какой получается у нас однородный красивый сироп, который льется тонкой желейной струйкой, без особых разрывов. Вот такой он и должен быть. От сиропа здесь зависит очень многое. Он не должен у вас комками падать. Если он уже комками падает, значит он уже переварен.
Последнее, вот то, что у нас осталось в ковшике, ни в коем случае не собираем со дна и со стенок. Видите, ничего не пригорело, все здесь идеально у нас получилось, никаких комков. И если вы начнете собирать вот именно агар-агар со стенок, потом будут такие некрасивые комки агара у вас в белковой массе. И этого допускать никак нельзя. Здесь ровно 2 минуты я взбиваю потом. Суфле получается уже такой плотный, очень хороший. Пик держит очень хороший у нас эта масса. И можем уже вводить масляный крем. Примерно уже 50 градусов достигает вот эта вся белковая масса с сиропом. Видите? Теперь я одеваю опять этот же самый венчик. Я не меняю здесь ни на насадку лопатка. Здесь я просто на самом малом ходу миксера, на единичке, на первой скорости, я ввожу весь масляный крем туда. И перемешиваю я просто это до однородности. Я здесь ничего взбивать не буду. И я домешивать буду уже просто лопаткой. И все, в принципе, уже я выключаю миксер. Миксер мне здесь больше уже не понадобится. Видите, освобождаем венчик от массы и аккуратно все это складывающимися движениями перемешиваем лопаткой. Буквально в несколько движений, чтобы разошлось все масло, вся масляная смесь. И сразу же переходим к нашей форме и выкладываем все суфле в форму. Поэтому все должно быть уже приготовлено. Суфле схватывается прямо на глазах. Сначала тонкий слой, потому что я еще одним коржом буду прослаивать суфле. Вы же можете сразу без коржей просто внизу положить корж и сверху полностью все суфле выложить. Я же делаю еще один дополнительный корж. Видите, моментально схватывается суфле, оно становится все гуще и гуще, поэтому работать здесь нужно очень и очень быстро. И желательно, чтобы температура в помещении не была очень холодной, потому что агар он моментально схватывается. Вы можете также это и третьим коржом накрыть, но я его убираю в морозилку. Я не буду этого сегодня делать. Мастихином я распределяю всю поверхность сверху, пока это еще можно сделать. И примерно хотя бы на 5 часов мы убираем это в холодильник. Лучше всего на ночь для стабилизации. У меня прошла ночь. Буквально где-то на несколько миллиметров осела вниз суфле. И по бокам форма, это всегда так, когда работаем с агаром, она отделяется всегда как бы от суфле. И поэтому снимается очень легко форма с тортика. Торт у меня получился 7 сантиметров в высоту и 20 сантиметров в ширину, в диаметре. Здесь у меня монолитным куском 55% шоколад, 200 грамм. Я его растопила немножко на водяной бане, потому что это невозможно потом одними сливками будет растопить. И 150 миллилитров горячих сливок. Я заливаю, просто все это перемешиваю сейчас. И такого количества нам хватит, чтобы покрыть полностью весь торт и еще нанести на него украшения. Глазурь эта схватывается быстро очень на торте. Здесь мне захотелось именно сделать такую темную шоколадную глазурь, потому что есть уже сливочная такая глазурь на молочном шоколаде на моем канале, ганаш на молоке. Он не трескается при нарезании, он не белеет в холодильнике. Но здесь мне захотелось сделать именно на темном шоколаде, как это и было в изначальном советском рецепте. И здесь я срезала у кондитерского мешка буквально 2 мм и хочу нанести такой ажурный рисунок сверху на торт. Сейчас я где-то хотя бы на час уберу для стабилизации глазури торт в холодильник, лучше на пару часов, конечно же, убрать, чтобы полностью застыла глазурь и смогу уже торт разрезать. Вот такой тортик получается. Торт несложный, главное иметь хороший и качественный агар. И теперь, когда у меня торт постоит хотя бы час в холодильнике, я смогу его нарезать. Сначала мы прорезаем глазурь горячим
сухим ножом, а потом только, когда мы уже сделали надрезы на глазури, так всегда разрезается птичье молоко, мы уже разрезаем само суфле. Сейчас я вам покажу, как выглядит торт на разрезе. Суфле очень плотное, хорошее получается, воздушное в то же время, с очень нежными коржами. Коржи здесь я очень советую попробовать именно золотую молочную девочку на желтках. Подробнейший рецепт, как я готовлю целиковый такой торт, есть на моем канале. И вот смотрите, вот такой вот тортик у нас в разрезе получается. Торт готовится совсем несложно, и даже из самых простых продуктов не использовали мы здесь патоку. Но, повторяю еще раз, агар здесь должен быть очень качественным. Если вы сомневаетесь в том, как приготовить на агар-агаре, проходите по ссылке к данному видео и попробуйте сначала приготовить этот торт на желатине. Мне кажется, что на желатине будет гораздо проще. И всем советую купить сразу качественный агар. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.